Ты слушаешь Радио Мария. Израильская служба новостей в прямом эфире на Радио Мария. Здравствуйте. Сегодня 12 февраля. Мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу заявил, что израильская армия возобновит боевые действия в секторе Газа, если террористы Хамас не вернут заложников, которые удерживаются в секторе Газа, к 12 часам ближайшей субботы. Если Хамас не вернет наших заложников к субботе, перемирие закончится, и Цааль возобновит интенсивные боевые действия, пока Хамас окончательно не будет разгромлен, говорится в заявлении Нетаньягу, опубликованном после встречи с министрами военного кабинета. После заявления Хамаса о его решении нарушить соглашение и не освобождать заложников, я отдал приказ Цаалю сосредоточить силы внутри и вокруг сектора Газа. Эта операция проводится и в эти часы и будет завершена в самое ближайшее время, добавил премьер-министр. Хамас поймет, что я имею в виду. Конец цитаты. Нетаньягу не уточняет, сколько заложников должно быть освобождено в субботу. Согласно же условиям сделки, в субботу должны были быть освобождены еще 3 израильских заложников. Еще раз напомню, что, обвинив Израиль в нарушении сделки, Хамас ранее заявили, что приостанавливают освобождение заложников до дальнейшего уведомления. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу, Кабинет безопасности приветствовал требования президента Трампа, который также заявил и сказал, что нужно освободить наших заложников к ближайшей субботе, иначе начнется ад. Новости на Радио Мария. Ну и по словам военных, Южное командование армии обороны Израиля утверждает планы боевых действий в секторе Газа на случай провала соглашения с Хамас о прекращении огня и освобождении заложников. В настоящее время за оборону вдоль границы с Газа и Филадельфийского коридора отвечают 2 дивизии Цааля, 162-я дивизия и дивизия Газа. Со вчерашнего вечера в Южный военный округ было переброшено несколько бригад и подразделений специального назначения. Все это для усиления существующих сил. Еще несколько бригад находятся в режиме ожидания и при необходимости будут переброшены в состав Южного командования. В настоящее время дополнительные дивизии готовятся к возможному развертыванию в секторе Газа в зависимости от развития событий. В армии обороны Израиля комментируют, что на данном этапе никаких изменений в правилах для гражданских лиц не предусмотрено, и армия готова к различным сценариям. Военные описывают усиление войск как масштабное и говорят, что оно включает призыв резервистов. Усиление войск и мобилизация резервистов проводятся в рамках подготовки к различным ситуациям, сообщают в Цаале. Это заявление было сделано после того, как ранее премьер-министр Биньямин Нетаньягу заявил, что Израиль возобновит интенсивные боевые действия против Хамас, если заложники не будут освобождены к 12 часам дня ближайшей субботы. Израиль вернется к военным операциям и боям, если Хамас не освободит заложников. Об этом уже заявляет министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на брифинге с послами стран Европейского Союза. Далее цитирую. «Решение Хамас не освобождать заложников – это решение вернуться к войне», говорит Саар, добавляя, что до сих пор мы ничего не делали в одностороннем порядке. Саар также заявляет, что страна готова к тому, что Хамас может напасть на еврейское государство. В это же время группировка Хамас настаивает на своей приверженности соглашению о прекращении огня и освобождении заложников, заявив вчера вечером, что отложат предстоящее освобождение заложников до дальнейшего уведомления из-за, цитирую, предполагаемых нарушений соглашения со стороны нас, Израиля. В своем заявлении Хамас подчеркивает, что возлагает на Израиль ответственность, цитирую, за любые осложнения или задержки в реализации сделки. Новости на Радио Мария.
Министр транспорта Израиля Мири Регев попросила начальника генштаба Цаля Герци Оливи, который скоро уходит в отставку, пообещать, что военные, цитирую, «сделают все возможное, чтобы не допустить проникновения террористов в Израиль в будущем». Об этом сообщает общественная телерадиокомпания Израиля Кан-11. Подчеркивая, что армия обороны Израиля, безусловно, сделает все возможное, чтобы ни один террорист не смог проникнуть на территорию Израиля, начальник генштаба генерал-лейтенант Герци Оливи сказал Регев, цитирую, что просить его пообещать, что этого никогда не произойдет, это все равно, что просить ее, как министра транспорта, поклясться предотвратить все будущие автомобильные аварии. Конец цитаты. Главные новости Израиля. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призывает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу открыть врата ада для Хамас, если группировка не согласится на требования Трампа об освобождении всех заложников к субботе к 12 часам дня. В своем заявлении Смотрич призывает Нетаньягу недвусмысленно проинформировать Хамас. Либо все заложники будут освобождены к субботе, больше никаких фаз, никаких игр, либо мы откроем для них врата ада. Между тем, председатель партии Оцма Иудит Итамар Бен-Гвир и бывший министр национальной безопасности, который ушел из правительства в знак протеста против сделки о заложниках, называет, цитирую, «позором невыполнения Израилем требования Трампа». Итамар Бен-Гвир говорит, президент Трамп дает правительству зеленый свет на то, чтобы обрушить огонь и ад на Газу, если все наши заложники не будут освобождены, а правительство предпочитает продолжать идти по безрассудному пути, пишет Итамар Бен-Гвир в соцсети X. Высокопоставленные боевики Хамас в секторе Газа получили от руководства своей террористической группировки указание снова прекратить пользоваться своими мобильными телефонами из-за страха быть отслеженными израильскими силами. Директива появилась после того, как Израиль предупредил группировку, что он вернется к интенсивным боям в секторе Газа, если Хамас не освободит некоторое количество заложников к субботе, хотя точное число заложников, которых должны освободить, неизвестно. Основная причина, по которой Хамас не хочет, чтобы его высокопоставленные агенты пользовались своими мобильными телефонами, заключается в опасениях, что Израиль выследит старших командиров и ликвидирует их. В это же время президент США Дональд Трамп заявляет, что, по его мнению, Хамас не успеет освободить всех заложников к субботе к 12 часам. Цитирую. «Они хотят играть в крутых парней, но посмотрим, насколько они крутые. Хамас – это задиры. Самые слабые люди – это задиры», добавляет Трамп. В это же время Трамп отвергает утверждение о том, что его план захватить сектор Газа и переселить всех его жителей равносилен этнической чистке. Трамп настаивает на том, что палестинцы хотят уйти. «Мы переселяем их в прекрасное место, где у них будут новые дома, где они смогут жить в безопасности, где у них будут врачи, медицина и все такое. Это будет здорово», — сказал Трамп журналистам в овальном кабинете. На вопрос, как он может переселить 2 миллиона человек, Трамп отвечает: «Это очень небольшое количество людей по сравнению с другими событиями, которые происходили на протяжении десятилетий и столетий». На вопрос, выгонит ли он палестинцев, если они не захотят покидать Газу, Трамп отвечает: «Они будут очень счастливы. Нет места в мире столь опасного, как сектор Газа. Они не хотят там находиться. У них нет альтернативы», заявил президент США Дональд Трамп. Новости на радио Нария. Несколько протестующих вчера блокировали вход в канцелярию премьер-министра Израиля в Иерусалиме. Часть демонстрантов были выведены полицией и сотрудниками службы безопасности после того, как они попытались забаррикадироваться у входа в канцелярию премьер-министра, где проходило заседание Кабинета безопасности. Сотни протестующих стояли на улице возле офиса Нетаньягу, призывая Нетаньягу вернуть домой всех заложников, видимо, предполагая, что похищенных лично удерживает Нетаньягу в канцелярии премьер-министра.
Участники акции бьют в барабаны, держат плакаты, желтые ленты и флаги. Некоторые покрасили руки в красный цвет, чтобы продемонстрировать, что кровь на руках нынешнего правительства. Протестующие кричат: «Мы их не бросим». Среди участников акции с красными руками была замечена и мать заложника Матана Зангаукера Эйнав Зангаукер. Акция подстрекателей с их красными руками продолжилась и на заседании комиссии Кнессета по законодательству. Мужчину с красными руками вывели из зала. אני בגלל שהטונים שהגעתי אליהם, אפילו אבל גם אני אמוציונלית, אני לא רציונלית פה. אני עובדת מהבטן, כי מה לעשות, איבדתי יותר מדי, אני לא יכולה... סליחה שנייה, היו"ר לא ביקש להוציא אותו. אם היו"ר יבקש להוציא אותו, אתם יכולים להוציא אותו. זה לא קשור לזה, זה קשור, זה הפרת סדר מבחינתי, אני תחום. סליחה, חברים. אמרתי שאם הוא קרוב משפחה אני לא אשפוט. קרוב משפחה גם כשעושה מעשים שמפרים את הסדר, אמרתי להם. אבל אמרו שהוא לא קרוב משפחה של חטוף, אמרתי להם אם הוא לא קרוב משפחה של... לא תברח מזה, לא תברח מזה. Также еще одну активистку, протестующую, выдворили из комитета Кнессета по иностранным делам и обороне во время обсуждения вопроса о призывах харидим на военную службу. אתם הכל פה צביעות ושקרים, שקרים. Некоторые видео, которые мы демонстрируем в видеоверсии наших новостей на YouTube-канале Радио Нария, нам нужно цензурировать из-за политики платформы. Видео без цензуры в нашем официальном телеграм-канале Радио Нария. Ссылка на него в первом закрепленном комментарии под этим видео. И еще появился комментарий от неназванного израильского чиновника, цитирую: «Израиль не пойдет на сделку об освобождении заложников и прекращении огня, если Хамас не освободит еще 9 заложников в ближайшие дни», заявил неназванный израильский чиновник. В настоящее время в ходе первого этапа сделки планируется вернуть 17 заложников, как живых, так и павших. Предполагается, что 9 из них живы. Хамас нарушил соглашение, заявил чиновник, и поэтому без возвращения наших заложников не будет никакого прогресса в продолжении выполнения соглашения или в переговорах по второму этапу. Кабинет министров ожидает освобождения всех 9 заложников первой фазы в течение нескольких дней, заявляет неназванный израильский чиновник. Новости на радио Нария. В это же время поддерживаемые Ираном йеменские хуситы, которые контролируют большую часть западного Йемена, включая столицу, готовы начать атаки на Израиль, если Израиль возобновит атаки на Газу и не выполнит соглашение о прекращении огня, заявил в телевизионном выступлении лидер группировки. Напомню, что группировка прекратила свои атаки на Израиль в связи с началом действия соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в прошлом месяце. Новости на радио Нария. Бывший заложник Хамас Ярден Бибас был выписан из больницы. Семья Ярдена заявила, что его реабилитация будет долгой, и она не будет завершена, пока жена Шири и сыновья Арели Кфир и все заложники не вернутся домой. Напомню, что жена Ярдена Шири и ее 2 сыновей Арели Кфир также были похищены Хамас 7 октября 2023 года, но до сих пор не освобождены, что вызывает опасения за их жизни. В ноябре 2023 года после первого перемирия террористическая группировка заявила, что все 3 не выжили в результате израильской атаки, но Израиль никогда не подтверждал эту информацию. Национальный центр кибербезопасности Израиля предупреждает о новой волне телефонного мошенничества, направленного против русскоязычных граждан из стран СНГ. Злоумышленники выдают себя за представителей интернет-провайдеров, а также просят загрузить приложение для удаленного доступа. Затем же пытаются заставить людей выполнить операции с банковской картой. Национальный центр кибербезопасности Израиля предупреждает:
Не загружайте неизвестные или отправленные вам приложения во время или после телефонного разговора. Мошенники часто используют тактику давления, запугивания или убеждения, подарки, огромные рекламные акции, чтобы заставить вас предоставить информацию или действовать не задумываясь. Не предоставляйте информацию стороне, с которой вы не инициировали разговор, особенно информацию о данных кредитной карты, номере счета, коде подтверждения и пароле. Проверьте личность звонящего. Если человек утверждает, что является представителем компании, завершите разговор и свяжитесь с компанией напрямую по официальному номеру телефона. Никогда не передавайте присланный вам код по СМС или по электронной почте кому-либо другому. Если же вам попался подозрительный звонок, немедленно сообщите на горячую линию Национального центра кибербезопасности по номеру 119. Бдительность и повышенная осторожность – лучшая защита от мошенников. Мошенники часто в разговоре используют ивритские слова – хешбон, счет, миштара, полиция, картис ашрай и многое другое. Все это для того, чтобы вы поверили, что якобы человек владеет ивритом и только для вас специально он говорит по-русски. Если вы не заказывали звонок на русском языке из банка или Битуах Леуми или же другой организации, в большинстве случаев вам звонят мошенники. Завершайте разговор немедленно. Будьте внимательны. Главные новости Израиля. И в продолжении темы о мошенниках, которые копируют стилистику нашего канала, используя идентичную обложку видео. Только есть маленький нюанс. На обложке видео мошенников не указано, что это Радио Нария. Фейковый канал новостей Израиля постоянно распространяет ложь, всех хоронит и вводит войска в разные страны. Обратите внимание, на оригинальном канале Радио Нария на обложке видео указано, что это Радио Нария. Также наш канал называется Радио Нария. Эта информация есть и на нашем резервном канале. Во время просмотра видео новостей Израиля посмотрите, написано ли на обложке видео, что это Радио Нария. Не дайте себя обмануть. Не смотрите фейки и ложь. Вернулся наш официальный телеграм-канал. Там мы публикуем то, что не пропускает YouTube. Подпишитесь уже сейчас. Если вы смотрите нас по телевизору, своим телефоном отсканируйте QR-код на ваших экранах. Также ссылку на наш телеграм-канал мы оставим в первом закрепленном комментарии под этим видео. Новости на Радио Нария. И уже сейчас вы можете поддержать Радио Нария. Сделать это очень просто. Подпишитесь на наш YouTube-канал, нажмите на кнопку «Подписаться». Также нажмите на палец вверх под этим видео, если видео вам понравилось, или на палец вниз, если видео не понравилось. Оставьте свой комментарий. Благодарность и всем нашим спонсорам. Имена спонсора вы видите сейчас на своих экранах. Израильская служба новостей желает вам хорошего дня. Уже завтра, в четверг, 13 февраля, в 6 часов утра по Иерусалиму, мы снова в прямом эфире. Вы должны знать правду. До встречи.